Всем привет! Меня зовут Марьяна, и вы на канале Вкусная еда. Тирамису – один из самых популярных итальянских десертов. Я даже смею сказать, что это также один из лучших десертов в мире. Хотя рецепт классического тирамису довольно прост, вы можете встретить не только много его разновидностей, но и множество форм и способов приготовления. В этом рецепте я использую взбитые белки, поэтому крем получается более легким и воздушным, чем со сливками. Это именно тот самый истинный, изысканный вкус знаменитого десерта. Аккуратно отделяем белки от желтков. Очень важно, чтобы ни капли желтка не попало в белки, иначе белки не взобьются и крем будет жидким. Белки убираем в холодильник, они нам понадобятся позже. В желтки добавляем сахар и ставим миску с желтками на водяную баню. Непрерывно перемешиваем венчиком и завариваем желтки до тех пор, пока они не загустеют и не станут бледно-желтого цвета, или пока они не достигнут температуры около 70 градусов по Цельсию. Снимаем миску с желтковой массой с водяной бани, добавляем ванильный экстракт и продолжаем взбивать, пока масса не достигнет комнатной температуры. В остывшую желтковую массу добавляем сыр маскарпоне комнатной температуры и на низкой скорости миксера взбиваем до однородности. В отдельной миске взбиваем холодные яичные белки со щепоткой соли до легкой пены. Затем постепенно добавляем сахар и взбиваем до стойких пиков, примерно 3-5 минут, в зависимости от мощности вашего миксера. Постепенно, частями вводим взбитые белки в массу с желтками и маскарпоне и очень аккуратно перемешиваем до однородного состояния. Если крем получился немного жидковат, то ставим его в холодильник примерно на 30 минут. В отдельной посуде смешиваем охлажденный кофе эспрессо с ликером амаретто или десертным вином марсала и откладываем в сторону. На дно разъемной формы 18 на 18 см выкладываем немного крема и равномерно распределяем по всей поверхности. Каждое печенье савойярди быстро окунаем в кофейную смесь с двух сторон и выкладываем сверху на крем. Печенье надо окунать очень быстро, иначе оно сильно размякнет и развалится. Сверху на нижний слой печенья савойярди выкладываем половину крема и равномерно распределяем по всей поверхности. Поверх крема выкладываем второй слой печенья савойярди, пропитанного кофе. Распределяем весь оставшийся крем и хорошо разравниваем. Отправляем форму с десертом в холодильник на 4-5 часов. Перед подачей на стол аккуратно снимаем разъемный борт и обильно посыпаем тирамису слоем несладкого какао. Классический тирамису готов. Приятного аппетита и удачного вам приготовления! Всем спасибо, что посмотрели видео, пишите комментарии, делитесь рецептом с друзьями в соцсетях, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Мне будет очень приятно.